Всем привет! Вы на канале Польза.нет Лайв. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, максимально подробно в одном обзоре одним кадром, то есть никаких склеек и ничего подобного, вы узнаете о смартфоне под названием Redmi Note 13. И все, кто первый раз на канале, повторяю, что основной канал Польза.нет, там 413, скорее всего, тысяч подписчиков уже. Там у нас, что из интересного, это в первую очередь обзор будет полноценный именно там. На лайве уже был тест в PUBG. Это дело максимум, к сожалению или к счастью для него, может снимать только в 1080p 30 fps. 2080 Dimensity выбивает 400 тысяч баллов. Основной модуль на 108 мегапикселей, фотографии там даже очень ничего. Повторяю, что есть телеграм-канал скидок, не забудьте подписаться, там много всего полезного. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 15 с лишним, 15 300 человек. Коллективный разум вам поможет по техзаданию, если вы оформите свою мысль, подобрать ту или иную железку. И мой личный телеграм-канал, где нас уже, по-моему, 8 тысяч, 8, наверное. Там мы общаемся по поводу того, что мы тестируем, и там я скидываю исходники, фото и видео. Допустим, если вам нужны исходники фотографий с этого устройства, либо Redmi Note 13 Pro Plus, обзор на который был уже на канале, либо 13 Pro, который я уже купил, но в перспективе, разумеется, он появится. Заходим туда, скачиваем благополучным образом и смотрим на своих откалиброванных или не откалиброванных, как мне многие правильно пишут, можно и не калибровать, мониторах. И помним, что многое, что вы потребляете на своем экране, зависит от вашего экрана. Так что, если вы сейчас, когда смотрите этот обзор, обзоров быстрым кадром, одним кадром, у меня море, вы не видите разницу между этим смартфоном и, допустим, недавно я Redmi Note 13 Pro Plus гонял, много очень флагманов таким образом гонял, то ничего удивительного. Почему? Потому что все зависит от того, какое у вас средство воспроизведения видео. Это так же, как мне очень часто пишут по поводу iPhone 15, что или 15 Pro, или 15 Pro Max, обзоров было море, я их сравниваю постоянно с какими-то устройствами. Так вот, пишут, что у них ужасный звук, микрофоны. У них отличный шумодав. Если выкручивать их звук и сравнивать со звуком чего угодно, то микро яблоко, если вы обладаете хорошими динамиками, уделывает все, что есть на рынке. Но я сейчас не пиарю яблоко, хотя так может показаться. Я просто подвожу вас мягко к тому, что нужно поставить лайк этому ролику, подписаться и написать в комментах: «Саня, продолжай», потому что это первый раз, когда я бюджетник беру в руки и в 1080p 30 fps провожу такую штуку. У меня еще есть C51 Realme, на который я тоже могу сделать обзор одним кадром. Да и вообще, в принципе, я там Pixel 8 купил, 8 Pro. Если вам интересно, это не убьет обзора на основном канале, потом будет полноценный обзор, то лайкаем, пишем, буду рассказывать. Что еще? Antutu 400 тысяч сказал. Защита от влаги есть номинальная IP54, но от того, что у нас есть защита от влаги IP68 в Redmi Note 13 Pro Plus, особо ничего не меняется. Почему? Потому что сертификация есть с одной стороны, с другой стороны гарантии на утопление нет. То есть если вы даже в Китае, находясь, купите этот смартфон, вам его никто менять не будет. Если говорить про какие-то другие особенности, здесь просто волшебная, неприлично приятная структура. То есть у нас здесь прямые грани, плюс у нас нет никаких каплей, у нас дырка у фронталки, и подбородок минимален. Прямые грани, кайф. Смартфон легкий, основной модуль у него единственная более-менее приличная штука, но 1080p 30 fps, я соглашусь с вами и с собой, ни в какие ворота не лезет, даже за эту стоимость, опять же за ту стоимость, что его продают в Китае. И плавно перехожу к тому, что в глобалке, я не знаю, как эта штука будет называться, может быть, будет называться Poco F6. Так вот, если эта штука как-то будет называться F6 Lite, или это будет Redmi Note 13 Pro, не Redmi Note, а Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Pro уже был, Xiaomi Note 13 Pro может быть 4G. 5G в этом смартфоне нет 7 и 20 бенда, если брать китайскую версию. Есть мультизадачность, мультиязыковая прошивка уже и на 13, и на 13 Pro, и на 13 Pro Plus. И что это значит? Русский на борту, гуглы на борту, но бенда у вас от этого не появится. То есть 7-20 бенда все равно не будет. Вопрос дня, когда они выкатят глобалку, будет ли там NFC, потому что в китайской версии того, что у меня сейчас на руках, из чего я как раз делаю эту запись, NFC нет. Вы ощущаете, сколько крыши, сколько гвоздей в эту крышку этого смартфона? Следующий момент по поводу стоимости. Лучше
понятно, посмотрите по ссылке в описании, сколько он стоит. Улыбнитесь и посмотрите потом в новостях, сколько он стоит в долларовом эквиваленте. Я не знаю, почему он такой дорогой, потому что даже я за него заплатил 2/3 стоимости, которую вы увидите. Почему? Потому что я еще использовал купоны, все это брал на распродаже, но он даже этих денег сейчас не стоит. Опять же, как диковинка, и мне, как блогеру, он нужен, вам он не нужен. Если говорить про какие-то особенности, смотрите, Redmi Pad SE, который я обозревал, там был мини-джек, и здесь есть тоже мини-джек. Так вот, мини-джек здесь, он нормальный. Если Redmi Pad SE посмотреть, как они его там выпилили, это вот как мне дать отвертку, я потыкаю этой отверткой в корпусе, и вот получится дырка под мини-джек. Вот там был в Redmi Pad. Здесь она приличная. Инфракрасный порт есть, и еще один гвоздик в крышку. Это здесь нет у нас стерео. То есть вот такая ультра дичь. Никаких особых камер типа ультраширика или телевика здесь, разумеется, тоже нет. Датчик глубины бесполезный. По-моему, он даже не макро. Макро нету. Если говорить про фронталку, она также снимает в 1080p 30 fps, но хотя бы не в 720p. Если говорить о возможностях камеры, повторяюсь, что исходники все на моем канале. Вот так примерно он сможет снимать. Один из тестов 3D марки он физически пройти не может. Wildlife Extreme стресс-тест, как я помню. Притом непонятно почему. Он и не перегревается, и ничего вроде с ним не происходит. Это вроде не самый жесткий тест, но вот так. Тротлинг тест он чуть-чуть заваливает. Заряжается он за час, получается, 12 полностью, но это без турбированных зарядок, то есть он выключен был, вот просто без всяких настроек, подключил к заряднику и все. Это, разумеется, можно делать быстрее. До основного обзора я его прогоню, расскажу. По поводу интересного еще, смотрите, 22% он поедает примерно в PUBG при одновременном стриминге на Твиче в 720p 30 fps. Сколько будет этот весить файл, вот этот конкретный, я вам скину в телеграм-канале. Не в телеграм-канале, а скину здесь, в описании или в прикрепе. Если говорить о каких-то еще особенностях, сканер отпечатков пальцев находится в кнопке, очень удобно, разблокируется быстро. Если говорить про яркость, она здесь просто космическая, она супер, как у Poco F5 Pro, 800 люксов. Но через полчаса игры она все равно сбрасывается до 400 люксов. Я не знаю, как кто измеряет, что там у кого-то на 20, на 30% измеряются. Датчик приближения работает, как и в Redmi Note 13 Pro Plus, отлично. Нет, я об стену его не бил специально, никакие программы не устанавливал специально. Вот как он работает, так и работает. Если говорить о Geekbench и всем остальном, в основном обзоре посмотрите, фотографии посмотрите, анализировать здесь хотелось бы сказать, что нечего, но учитывая, что, опять же, основная масса населения потихоньку переходит с флагманов, но, опять же, кто покупал iPhone, он их так и покупает, а кто покупал устройство по $300, учитывая проседание курса на 25%, теперь покупают устройство по $220. А от того, что он покупает устройство на $220, устройство лучше не становится. И вот оно как раз устройство, даже, кстати, дешевле, потому что 13 Pro в исходнике стоит $200. Я вас успокою, за 13 Pro я также заплатил $350 за 12512. И 350 это на $150 больше, чем если бы я заплатил за 13 Pro в Китае. Но зато с мультиязыковой прошивкой, и в принципе там полный фарш. Здесь у нас можно запихивать карту памяти, можно запихивать физическую симку, либо две симки. В общем, все как у всех, но единственное на MIUI, которая сейчас будет называться по-другому. Нужна ли она вам? Я не знаю. То есть вот решать вам. Я из себя, можно сказать, не выдавливал этот обзор. Почему? Потому что телефон интересный сам по себе. Телефон мне понравился. Фокус в своей голове нужно мне, наверное, уже смещать с этих ультрафлагманов, которые стоят как колесо от BMW. И не крыло самолета, но все равно. И возвращаться вот к истокам. Надеюсь, что они сделают глобалку, китайскую версию сделают ровно в 2 раза дешевле, чем вы сейчас можете ее увидеть. И тогда все будет в огне. Когда она будет в 2 раза дешевле, будет круто. Вот посмотрите, рыбки как можно снимать. Рыбок с них. Вот. Ладно. Не забудьте поставить лайк за труды, подписаться на телеграм-канал «Скидок взаимопомощи», мой личный телеграм-канал. Надеюсь, что ролик был полезен. В конце концов, скажем так, это повод увидеться. В Твиче, в PUBG я его уже гонял, повторяюсь. 90 FPS он не держит, но 60 он держит. Играть в него комфортно. Хотя с тачем у него есть определенная проблема. Это не 13 Pro Plus, хотя у 13 Pro Plus были непрямые грани. В общем, нет идеальных устройств. Есть просто
ваши потребности, и они либо эти устройства этим потребностям удовлетворяют, либо нет. Так что девайсу от меня за те деньги в долларовом эквиваленте, что его продают в Китае, однозначно да. Что его продают на Али сейчас, однозначно нет. Опять же, сейчас для вас неизвестно, когда будет. Вот если в первый день издания ролика, то это одна история. Если нет, то другая. Добра и удачи вам, дорогие друзья!